Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье из прошлого. Точно так же, как и предыдущий выпуск. Я еще не знаю, когда включат канал, и он еще не рабочий, но, как вы видите, бороденка уже отросла, материал есть, пора его пускать в дело. Когда обдумал, а чем же побриться-то? Первая мысль пришла в голову: слушай, Иванов, а давай-ка, наверное, ты побреешься тем, что тебе ближе к душе. Потом, когда начал анализировать, а почему такая мысль-то пришла? Просто вот эти вот нервотрепка, последняя идея, она несколько выбила из колеи, и захотелось какой-то, знаете, умиротворенности, стабильности, какой-то кристальной чистоты, наверное, может быть, понимания. И, то есть, знаете, какой-то безмятежности, не ждать подвоха, а просто спокойно, нормально, по-человечески побриться. Причем заранее знать, что ты получишь обалденный, шикарный вариант. Ну и как только начал думать об этом, сразу же автоматом всплыла 41-я бригада в голове, во главе с Федором Березневым, Республика Беларусь. Бригада, привет, Федор, пацаны, сколько кто у нас там еще, Димка, Руслан, да там уже куча народу. Я удивляюсь, почему в Телеграм так мало народу приходит, потому что Home Like Group, в Телеграме там все наши тусят, то есть там и по бритью, и по пару, да ты на любую тему можешь поговорить, все рядышком, там решаются все вопросы, то есть вот так вот на раз-два. Ну, со временем, я думаю, все это как-то утрясется. Сейчас наверняка Home Like Vaping Group видели вот эту надпись, это наша группа в Телеграме. Ссылочку я оставлю в описании под видео, когда установите Телеграм, просто приведите эту ссылку и по ней так сразу в Телеграм и перейдете. А если вы на компьютере, то скопируйте, вставьте в Телеграм, нажмите, и вас сразу же киданет туда, куда нужно. Так вот, как только подумал об этом, то сразу же вспомнилось, что Федор и мыло-то прислал интересное, которое не успел показать. И тут же сразу 41-я голова в голову полезла. Ну и дальше больше, так что вы идите на крупный план, а я начинаю готовиться и будем бриться. Софочка. Станок. 41-я голова, старая, добрая, которую все вы прекрасно знаете. Ну и на ручке от Антона Серикова, на самом деле это не он делал, но просто она от него пришла. Вот сегодня для успокоения души на нем и побреемся. А что ж поставим? Ни разу не пробовал на этой голове со спутником, но слышал, что некоторым ребятам это очень даже заходит. Софочка, ты покажешь, как правильно все это делать, нет? Тефлон, покрытие, спутник. Чтобы вы понимали, что тут ошибки быть не может, я вам покажу. Ребенок рядом лежит, все контролирует. Да, ребенок? Ты все контролируешь? Мартышка. Тут подвохов не жду совершенно. Думаю, все у нас будет хорошо. Помазок, старый добрый товарищ, который от меня морду не воротил, наоборот, я от него воротил. Там шарик. А после того, как я вот его распробовал, ребята в комментариях выходили и говорили: Иванов, ну,
помазок-то видишь какой. Ты ему дай время обмяться там, тарам-дарам. Ну, он из себя еще покажет. И вот как в воду они глядели. Все они правильно сказали. Ребята, спасибо вам огромное. Прошло время, он обмялся. И сейчас он себя показывает. Да показывает так, что расставаться-то с ним не хочется. Потому что это не помазок, это бомба, Шеви Мак. Все вы его прекрасно знаете. Появился на канале он уже давно-давно. Прямо из Германии. И поначалу мне не зашел из-за того, что шарик был с хребтом. И он все время вот это вот в морду тыкал. А сейчас этого нет. Сейчас совсем другое. Я думаю, он более чем достоин быть в этом наборе. Ты-дин! Не ожидали? Еще одна непростая штучка, которая вызвала первую реакцию не совсем однозначную. Это роговая чаша от Диархарис, которую любезно предоставила опасная бритва РФ, и которая вызвала неоднозначные комментарии под видео, и да, собственно, и у меня-то неоднозначную реакцию, пока не вышли мудрые умные люди и не сказали свое слово. Сам я не допер, хотя мог бы. Потому что чаша же от Диархарис, а Диархарис это у нас кто? Это у нас англичане. А какая традиция культуры у англичан? Ребята, они всегда во всем жмотятся. Ну, в смысле, экономят. Воду, мыло и прочее, прочее, прочее. Поэтому у них и скатлы появились, поэтому у них и чашечки появились, чтобы как можно меньше тратить воды. И у них скатлы появились только когда. До этого они делали мыло, да и сейчас продолжают делать. Ты набрал и сразу на лицо уходишь. Так вот же тебе открытым текстом прям повествование было. Иванов, вот тебе чашка для мыла. Я не допер. Но коллективный разум не обманешь. Под комментариях под видео пацаны вышли и хором сказали: ну, Викторович, ну это как бы чаша для мыла, для забора мыла. У Харрисов есть свои таблетки, у которых даже донышко полукруглое. Сам таких не видел, но раз люди говорят, значит врать не будут, скорее всего есть. Вот сюда такую таблетку надо класть. И так тын-тын-тын, мыло забираем и на Facebook пошли. Ну, в смысле, на лицо. Другой таблетки у меня нет. Зато есть вот такая из Республики Беларусь, которую прислал Федор Березнев. Федь, спасибо тебе огромное. Вот все руки не доходили. Вот сейчас смотри, прям вот как нельзя более кстати. Ну, здесь экология сплошная, из чего состоит. Вот, почитайте, пожалуйста. А здесь название: кремовая вечно зеленых, можжевельник заменяет и бальзам для бритья. Что заменяет, сейчас мы и посмотрим. Давайте вначале откроем. Упаковано сердечно. Бумажка нигде не пристает, просто плотно прилегает. Распаковывается очень-очень удобно, комфортно. Смотрите, даже пропиталась маленько. Софа, не шуми. Мыло средней мягкости. С закосом потвердое, но на самом деле проминается очень легко. Мыльно-пузырно-банные. На пиво от Барбаршапа ничего, но вот децл, самый децл хвои есть, от того же самого можжевельника, скорее всего. И мыльно-пузырная банная, вот такая тематика. Ну, сами посудите, у нас есть чаша и классное мыло. Что мы будем делать? А мы будем делать вот так вот. Так, тырт. Опа. Опа. Америка, Европа. Как нас Стас учил на Just-a-Hobby. Вот так, пальцем, да, так тынь-тынь. Стас, я видел, я запомнил. Правильно делаю, нет? Ну вот, все, смотрите, ну и что? Ну и все. Бери помазок, иди набирай мыло, что еще надо? А я тут пену сбивать, дебилоид, ё-моё. Ну, вы этого не слышали, я не говорил. Вообще я умный и проницательный. Блин, чё поперло мужика. Все, ребята, у нас все готово, с автошейвом. Да, определимся по дороге, возможно, что-нибудь старое, доброе, проверенное. Да, тот же, скорее всего, Old Spice от индусов. Натуральный, нормальный, хороший, а не ту шнягу, которую сейчас решили уже новоделы продавать в магазинах. Все, пошли бриться. Ну и на кого мы охотимся? Ты мне скажешь, наконец, или нет? Да ладно. Сейчас поймаешь, что ли? Крадется. Куда крадется?
Все, парни, пошли бриться. Не знаю почему, но вот почему-то именно Муск. Муск и Original. Два Old Spice из Индии. Они мне больше всего запали, то есть вот прям... Если вы классик или Original, как он там называется правильно? Если тот я все-таки другу отдал, а Муск нет, Муск себе оставил, и Муск останется. Ну, прежде чем начнем бриться, плохие новости. Ручка не входит в подставочку, шибко она по диаметру не соправит. Плюс ко всему, чтобы мало не показалось, у нас еще и горячую воду отключили на 2 недели, поэтому бриться будем только холодной. Так. Вначале нанесем клишеев, чашечки. Ну вот, первая польза от чаши очевидна. Мыло даже рукой не надо брать. Достаточно взять чашу в руки и пока кушает, пошли взбивать пену. Хотя что ее взбивать, мы же будем только забирать. То есть помазочек у нас замочен уже, но в теплой все же воде, не в холодной, в чайнике там было маленько, и я подсуетился. А здесь только холодная будет. Ну, как видите, для забора пены это вполне себе. Да, для забора мыла прямо с чаши. Чашечка работает великолепно. А знаете что? А давайте, наверное, сделаем ход конем. Раз уж вот так вот чашу уже забрал, а у нас, посмотрите, и в руке маленькая есть. Давайте руку до конца уже и будем использовать. Видите? О, мыло пенится свыше всякой меры. По-моему, я это перебрал с мылом, перебздел маленько. Посмотрите, какая красота. Софочка, тебе нравится, нет? Софа тут сидит рядом, суфлером помогает. Только в воду сюда не лезь, пожалуйста. Все, ребят, я думаю, что тут уже куда дальше так. Все, вот это мы сейчас запустим в работу, это уйдет на лицо. Да и пойдем, чего уже тянуть-то. Можно бриться уже? Бриться можно. Это то, что я наснимал с руки. Сейчас, наверное, перемещу это все на помазок. Ну и компрессик-то надо сделать, да, с холодной водой. Но тем не менее, почему бы нет-то? Холодный компресс. Кожа сейчас немного остыла, поры сжали, сволочь зафиксировали, побриться это поможет. Но будет обязательно, обязательно будет обратная сторона. После того, как кожа уже нагреется, отойдет, поры опять расширятся, и то, что я сбрил, уже будет не так очевидно, потому что поры открываются, они обязательно волосок выпустят чуть-чуть. И вот когда при зажатом я не долез, то вот распустится и что-то. Ну-ка, это все приведет к тому, что просто быстрее появится щетина, вот и все. А бриться будет хорошо, нормально. Твою мать, куда? Вот так. Так, ну и что с тобой делать-то? Федь, не мыло, а какой-то прям пеногенератор. Я не думаю, что он дорого стоит. Я еще ни одного дорогого продукта из Беларуси не видел. Но даже помазок не пришел использовать. Ну, давайте хоть для приличия маленько, что ли. Красотуля моя.
Бигблосик. Так, убираем. Ну и покажи, что могешь. 41 со спутником. Сейчас определяюсь еще. Вот это как роквеллом, так, тырц маленечко, вот. То есть это не станок виноват, это мои кривые руки. Вот так вот просто тыркнул. Если бы это была опаска, но эта бы фигня была бы больше, всякая разная. Мыло осталось изрядно, запах можжевельника все еще не проходит. Я, честно сказать, воспринимаю его не как запах можжевельника, а как просто хвойный. А вот эта банная направленность, банная тематика не отпускает на протяжении всего бритья. И она очень приятна. Очень-очень. Так, ну а теперь уже по-взрослому и с помазком. Ребята, как же он шикарен в работе. Это удивительное сочетание мягкости и упругости. Упругость, без нее никак, но она не выпирающая, не всепоглощающая. Она не ставит на себя на первое место под девизом «только я» и больше ничего. Нет, она просто есть. И она весь процесс регулирует. И в то же самое время есть мягкость помазка, мягкость, упругость помазка. Это, знаете, это как тело 40-летней женщины. Это самый цвет, это самый шик. И девичье, и женское все переплелось в одном. И везде вот, куда вот раз, и вот эта вот прелесть, это просто обалдеть. Это шикарно. Это шикарно. Просто. Супер. Все это время Софочка сидит на бачке унитаза и на меня смотришь. Софочка, что ты вот за это скажешь? Дядя Валя дурак? Смотрит вот такими глазами.
Я сейчас поймал себя на мысли, что увлечение опаской и повышенное штудирование видео всех, и Александра Подоляна, и Стаса, и Паши, и итальянцев, американцев, оно все-таки приносит свои плоды. Сейчас только что в бритье тэшкой я сам для себя применил один прием, и он мне чертовски понравился. И это работает на самом деле. Блин. В следующий раз попробую, если в следующий раз проканает, я вам обязательно его покажу. Но пока впечатления только положительные. Ну, как в той дурной шутке, мимо тещиного дома я без шуток не хожу. То я в окно засуну, то я бритву покажу. Вот ни одно видео без кровищи не обходит. Иван Иванович. Так, ну и последний раз. Ну, в смысле, третий проход. Можжевельник начинает постепенно растворяться и оставляет за собой только банный дух. Каждый раз, когда вы заходите в баню, которая вот буквально накануне была использована, может быть, я не знаю, ну, за пару-тройку часов до того, как вы туда зашли, знаете, там вот этот духан, после веничка, после там каких-то там маслиц, вот, прям вот это вот дух, прям вот перед глазами распаренное дерево, ушанка, шайка, вот это вот все стоит, и прям вот, блин, вот, хоть сейчас в баню иди, вот такой запах. Мыло и на третий проход нам с лихвой хватило. Оно подзагустело. Если бы я хотел, сейчас бы спокойно добавил бы водички, разбавил бы его, но я не стану этого делать. Вот сейчас под носом столкнулся с тем, о чем парни говорили. Вадим, у меня вот так растет, и там тум, вот так губа задирается и идет. Пришлось так обкусывать со всех сторон, так тын-тын-тын-тын-тын, а потом последним движением. Работает нормально. Ну вот, а с левой стороны нормально, хорошо прошел. Вот, ребята, одно единственное мое поганое место, где с первого, со второго, с третьего раза я хрен когда до бильярдного шара доведу. Вот здесь вот сейчас чуть-чуть маленечко убрать, а здесь просто обалдеть. Шикарный, первозданный, резвящийся, еще пороха не нюхавший дельфинчик. То есть вот как вот его мама родила, у меня есть такой вот маленький, он просто блестит, он просто резиново упругий. Ну, не без крови, конечно, хотя после родов может и кровь маленькая есть. Ребята, просто супер. Так, сейчас это быстренько убираем чуть-чуть. Ух, лицо было сухое, как только воды нанес, мыло прям прет.
Мыло кровь не останавливает, там хоть машь, хоть не машь, она все равно идет. Но для этого у нас есть карандаш. Любимая. Все, ребята, все просто обалдеть, великолепно. Ну, эту кровищу сейчас у нас есть стронговый карандашик от опасной бритвы РФ. Сейчас сделаем компресс. Если вдруг что-то останется, то карандашом тырт и все дела. Компресс после бритья прекрасен в любом своем проявлении. Хоть это холодный, хоть это теплый, хоть это горячий 40-45 градусов. Все равно это классно, это хорошо, это хорошо. Восстанавливает, нормализует. Постепенно погружая в мир фэн-шуя, красоты, баланса. Так, ну и где ты порез? Нету пореза, но все равно, раз уж карандаш я достал, так и так я разочек тыкнул, намочил. Угу. И хорошо, тем более взял стронговый с пометочкой. Ну а теперь автошрифт Old Spice Musk, который заказал на AliExpress. Ребят, многие вас спрашивают: Вадим, дай ссылку. Парни, вы сами все это легко можете найти. Просто Old Spice Musk Original. Заходите в eBay и гуглите, выбираете продавца с наиболее высокой репутацией, ближе к 100. 100, 99,9, 99,8. Ну, 99 и после 99, вот это вообще идеал. Если будет уже 89, там и 8, там 89,7, это повод напрячься и зайти посмотреть, за что ему лекалы воткнули. А если 99 и выше, ребят, смело заходите, если вас цена устраивает, берите, значит все нормально, все хорошо. На фейк у вас практически 100% гарантия, что вы не нарветесь. Потому что, если бы этот человек барыжил фейками, 100% репутации, 99% у него бы никогда не было. Люди, получив каку на руки, ему бы столько рекалов накидали, полные штаны. Нет, нормально, все хорошо. Ну, если хотите, я за вас погуглю, найду и сброшу ссылку. Дело в том, что свою, где я брал, ее уже eBay похерил, ее нет. Куда-то он ее делал, ну, льется бодренько, поэтому осторожно. Но мне это сейчас и надо. Ну, давай, родной. Твою... Хорошо же как. Там крылья выросли, нет? Сейчас бы в небо вот так вот взмыл бы, знаете, как с открытым хохотальником, чтобы вот эту вот всю синеву, свободу так в себя, так вот так пропустить. Вот такой запах. Ну да, слегка не без этого, не без индийской направленности, но опять же, Муск разве имеет национальность? Да нет. Знаете, вот та изысканная пряность, и та вот, знаете, вот эта вот нотка Востока, которую каждый раз вы чувствуете, когда берете вот в руки вот эти вот специи и благовония, она здесь чертовски хороша подчеркнута. И причем сбалансирована настолько, что она не ввергает вас в искусу и в голову не вбивает мысль, что это какие-то ароматические палочки или еще что-то. Там уж он как-то гипертрофированно ярко выраженный. А здесь нет, здесь в балансе. Причем тот алкоголь, который есть, он так хорошо взбодрит-то. Не, ну естественно, если у вас нежная кожа и так реакция на алкоголь, это не для вас.
Жалко, жалко. Уже наполовину все высохло, пленки практически никакой. Результат бритья 41-й головой. Я согласен с мнением 41-й бригады, который один раз выразил Дмитрий Дорохин, и все его поддержали, что агрессивность 41-й головы с его точки зрения немного преувеличена. Нет, ну в смысле как? Он на самом деле агрессивный. И ошибок прощать не будет. Вот вам тому доказательство. То есть вот тырц вот так вот, и все, и укусил. Сам себя укусил. Не он меня, а я сам рукой. Но если вы включите мозг, если вы будете ясно осознавать, что вы делаете, если вы не будете торопиться, если вы будете спокойно все это делать, ребят, ну вы мне покажите ту 89-ю, HD34, 37-ю голову или еще что-то, которое может дать такой шик. Это так не бывает. Этого нет. 41-я голова выбривает так, что ты вот хоть как, вот води воду. У меня ни сучка не задоринки, вообще ничего. Я сейчас могу по любимой сверху донизу и обратно 28 раз проехаться, и даже ни звука ничего не будет. Я могу взять колготки. Там хоть маленькая заусеночка где-нибудь есть на любом предмете, они тут же дадут об этом знать, порвутся. Вы сейчас можете вот так колготками обмотаться, вот так вот все это, и нигде ничего, ни звука, ни пука. Возьмите самый нежный материал, возьмите что-нибудь самое-самое, вы не зацепитесь ничем, нечем цепляться. Вот так она выбивает. Как опаска. Но опаска, конечно, другой шик дает, другой привкус и другой цимус. Там ощущения другие. Но вот результат такой же. Вещь, однозначная вещь. За спутник 41-й голове. Тут я как-то, знаете, ребята, вот прям так, вот так, сказать не могу. И это странно для меня, потому что результат меня очень радует. Мне очень понравилось, как я побрился. Это великолепное бритье, это just a perfect, beautiful, bellissimo. Как там итальянцы? Они вот как они говорят, я не знаю. Но они руки включают. Но дело в том, что когда вот брился, подшкраб-то был. Не было такого, что рвет, не было такого, что кусает. Просто эти ощущения были как-то непривычны для меня. Если, допустим, ставил тот же самый, я не знаю, жилет платиновый, там все как-то мягче шло. Персоной на 41-й голове тоже помягче было. Федор, когда ставил, ну там совсем другое. Там шу-шу-шу. А здесь как-то только понимаете, вот здесь было как палкой по забору, но не тянуло. То есть вот когда как палкой по забору, ты чувствуешь, что тянет. Вот это вот самое оно, это вот самая гадость. А здесь как палкой по забору, но режет все, просто режет. Частично это выскочило, когда над носогубной вот здесь вот на третий проход уходил и начало подкусывать. То есть вот прямо вот так я не мог пройти, я начал со всех сторон обходить, чтобы потом до конца пройти. На других лезвиях этого не было никогда. Что не так, я не знаю. Спутнику, ну он сейчас второй раз стоял. На всякий случай я его выкинул. Ну так, чтобы потом вопросов не вызывало. Я на пачке каждый раз пишу, который раз, поэтому это второй раз у него было. Но это не отменяет достоинство 41-й головы, она просто прекрасна. Те же ребята, кто думает, что взять, 89-ю, 41-ю, ребят, не парьтесь, выкиньте этот гемор из головы. Возьмите и ту голову, а ручку одну. Хотите, 89-ю золотую ручку взяли и голову прикупили 41-ю. Хотите, взяли 41-ю станочек, а 89-ю голову прикупили. Ну, будет у вас два обалденных шикарных станка, это здорово, это хорошо. Все, высохло, ничего нет. За Old Spice из Индии, несколько раз уже говорил, могу сказать еще раз. Ребята, я ничего не имею против того Old Spice, который сейчас продается в магазинах. Но это новодел. Новодел, который я не хочу принимать, потому что я люблю тот Old Spice, с которым я познакомился по 40 лет тому назад, и он мне до сих пор еще нравится. Во всех странах мира Old Spice, формулу Old Spice давным-давно уже изменили. Когда-то она была по всему миру одинакова. Сейчас та прежняя старая добрая формула, которая была раньше, осталась только в Индии.
Во всех остальных странах это поменяли. В угоду чему? Не хочу даже думать об этом. Может быть маркетологи, может быть еще что-то, но мне нравится старый Old Spice. Там он есть в 3 вариантах. Это, по-моему, Original или Classic, забыл, как это называется. Что-то там оранжевое, еще что-то, я не знаю, что-то вот такое. И Musk. Мне понравились 2. Это Original, он же Classic, и Musk. Что-то там с апельсинами. Он неплох. Но это имховое. Кому-то, возможно, и он тоже понравится. Но вот эти 2 мне как-то зашли больше. Карандаш. Палочка-выручалочка всегда работал, всегда будет работать точно так же, как любой другой алюмокалиевый квасец в ваших руках. Нужен ли он? Да, конечно. Где его взять, ребят? Да в любом бритвенном магазине. Этот в опасной бритве РФ, другой вы можете найти в другом магазине. Весь Алиями завален, весь eBay завален. Просто взять элементарно. Мыло кремовое. Федор. Покорен той простотой и безмятежностью, с которой оно работает. Покорен не только с запахом, потому что банно-мыльно-пузырное мое все. Причем хочу уточнить, банное я не подразумеваю что-то, знаете, сырое, прелое. Когда плохо проветриваемое помещение, вот это вот какой-то запах такой неприятный, полуплесень, полусырость, что-то такое. Нет. Банное — это чистый, вымытый, выскобленный дух. То есть это вот, знаете, вот та древесина, которая пропиталась уже вот этой баней уже не первый год. Не какая-то прелая такая труха, а именно вот такая древесина, которую не моют, в смысле нет, а просто скоблят при необходимости. И вот это вот все открывается, вот оно здесь и есть. Ну а можжевельник только духу пихтового, конечно же, добавляет. Ну, я за пихту всегда. Ну, в смысле, за ель, за вот эти колючками, за еловые. Вот в любом проявлении мне это всегда хвойное, вспомнил это слово. Я за хвойные всегда, в любом их проявлении, они мне всегда нравились и всегда заходили. Федь, огромное тебе спасибо за то, что показал это мыло. Если по запаху тут все предельно просто для меня, то по всему остальному, я, честно сказать, удивлен. Потому что я не ожидал такой самоотверженной отдачи. Провели-то по нему всего ничего, пены хватило на все бритье, да там еще и осталось сколько. Плюс какая пена? Плотность, пенообразование, подскольжение, долгожительство, она по всем параметрам проходит. 5. Если бы это выпускал какой-нибудь там буржуинский артизан, да свой какой-нибудь такой, знаете, забубенный запах бы туда впендюрил, да я больше чем уверен, что это мыло бы пользовалось такой бешеной популярностью, и все стройными рядами бы ходили. О, вот они, а наши, вот наши, вот, попробуйте, просто попробуйте. Да, возможно, не буржуинский запах, зато наш, исконно русский, российский. Ну, вы поняли, о чем я. То есть вот, вы мне покажите хоть одного русского человека, которому не нравится банный дух. Я сейчас говорю не о национальности. Я сейчас говорю о носителях русского языка. Любой человек, который понимает русский язык, он должен быть знаком с баней. А если он знаком с баней, вы мне покажите хоть одного, которому баня не нравится. Хоть чем-то. Да, я понимаю, что по состоянию здоровья, там, ввиду каких-то противопоказаний, того, сего, 5, 10, ну, может быть такое, что людям нельзя ходить в баню. Я не говорю сейчас о том, что там вот кто-то пошел в баню, набухался, мне думаю, да, ну это баня говно. Друг, ну бухает в другом месте, в баню за другим ходит. Баня нравится всем. Она открывает другой мир, она снимает с тебя старую, заскоруслую шкурку, кожуру, закостенелость, ты ее сбрасываешь, ты просто из бани выходишь и вылупляешься. Если это летом, ты пробуй просто вот куда-нибудь в холодное ведро, холодный бассейн, холодная река, прыгни, и ты поймешь, о чем я говорю. Если ты зимой после бани выйди просто вот так плашмя сугроб, пиздык ля-ля, да тебя там так или спиной, или лицом, неважно, ты... Ребята, это нужно просто испытать. Это не так страшно, как может показаться со стороны. Это просто это у тебя все вот так вот переворачивается. Это просто обалдеть. Кусочек этого вот Федор мне показал при помощи этого мыла. Молодцы. Молодцы, братья белорусы, обалденное, шикарное. Понятия не имею, сколько оно стоит. Но, ребят, попробовать его.
Обязательно стоит, обязательно. Прошу прощения за тавтологию, но если сможете где-то вот это достать, доставайте. Если будете проходить мимо, оно лежит на полке, возьмите, возьмите. Это хорошая штука, обалденная штука. Ну а то, что она так эстетически вписалась в английскую чашу, так это просто совпадение. Ну, чаша просто параметрами вышла. И сейчас там она сидит надежно, хорошо, здоровско. Если бы это, допустим, было вот просто у меня, она бы оттуда и не вышла, вот эта таблетка. Она все время так была. Побрился, пену набрал, пункс поставил, и она работала бы в качестве ароматизатора. Она испускала бы вот эти флюиды на все ванное помещение и лишний раз дарила бы мне своим прекрасным, чудесным ароматом. Хорошая штука. Чаша, раскусили ее. Коллективный мозг канала помог. Спасибо вам, ребята, огромное, которые вовремя дали пенделя под сраку и сказали: Иванов, была английская, чаша английская. Это чаша для забора, а не взбивания. Здесь забирают, здесь не взбивают. И когда я это первый раз прочел, ребят, мне маленько даже стыдно стало. Стыдно и смешно. Потому что такие простые элементарные вещи мог бы и сам догадаться. А нет. Пока пацаны не подсказали, что-то сам не допил. Пыжился, там что-то пел. Какую нафиг, где ее там вбивать? Ну вот, тем не менее, я это делал. Ну, грешен чё? О чем еще не говорили? Помазочки. Говорили. Совсем недавно. Я специально сегодня выбирал набор, который будет безотказный, который меня просто порадует. Без всяких лишних вопросов, без всяких там: а ты руки мыл, а у тебя ногти покажи, а вот это что, а зубы чистил, ну ладно, тогда иди. Нет. Ты хоть какой. Просто начинаешь бриться, и он тебе просто дарит до YouTube по кайфу. Классную пену, классное нанесение. И тот шарик, который меня выбешивал просто и доводил до тупикового состояния. Ну как так? Как так? Помазок за 180 баксов, а он мне не по кайфу, потому что там стержень торчит. Евгений, сколько раз говорил, сколько раз мне за дорогие помазки и от Шавы Мак, и за Тезера выговаривал, говорит: Вадим, ну ты это хорошие помазки, обалденные. Одно слово он только не сказал: потерпи. Да, я думаю, если бы он тогда это сказал, я бы тогда его и не понял. А вот сейчас и говорить не надо. Сейчас я и так уже все понял. Этому товарищу нужно было просто время обмяться, нам притереться друг к дружке, и после этого он как вывалит. Я до сих пор убежден, что 180 помазков евро это дорого за этот помазок. Но это оправданная цена, ребята. Оправданная. Совершенно верно. Оправдано за тот труд, который компания вкладывает в этот помазок. Оправдано за те материалы, которые она вкладывает в этот помазок, выбирая, вот специально сортируя эти волоски. Невозможно делать такой помазок и продавать его там, я не знаю, за 60, за 80, за 100. Хотя за 100 у них тоже есть, и за 60 есть, и за 80, это все есть. Но если ты хочешь что-то исключительное, ты всегда должен быть готов, что это исключительное будет дороже, чем все обычное, простое. Это даже не теорема, это аксиома. Ну все, хлопцы, пошел я рендерить, готовить видео, и думаю, сейчас как канал откроет, да я вам сразу пару видосов так как залью. Ну и поздоровкаемся с вами лишний раз. Всем вам за вашу поддержку, кто в ВК трубку все оборвал, кто подписывался на другой канал и там под видео задавал вопросы. Всем вам, ребята, огромное спасибо. Ну и тем, кто в WhatsApp писал, и в Viber, и на телефон смс-ки присылал, всем вам, ребята, огромное спасибо. Я думаю, что прорвемся. Как, когда, не знаю, но прорвемся. До новых встреч, с вами был я, Вадим. Подписывайтесь на канал. А что еще остается? Будем жить. Все, пока-пока. До встречи.